Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я вчера ездила в Ашан, купила там кое-что интересное. Снова купила фломастеры. Кто смотрит видео, знает, что я там закупалась. Это вот покупка с того раза. Если не смотрели, то видео посмотрите. В этот раз я взяла 6 или 7 фломастеров, но там были еще ручки. Покупки классные, так что я сейчас все вам покажу. Я в полном вообще восторге. В этот раз фломастеров я именно что взяла только... там, знаете, коробки лежали такие, и ничего нового в них не положили за несколько дней моего отсутствия. Если кому интересно, я живу в Москве, кто впервые на моем канале, и езжу в Ашан авиапарк. Поэтому, если что-то заинтересует, то в целом фломастеры лежат там же, где и все там карандаши висят, фломастеры, вот такая вот канцелярия. Так, давайте приступим. Сейчас вам тогда покажу все. Уже вот альбом подготовила. Так, извините, сейчас сразу я из этой кучки выберу все фломастеры, чтобы уже было проще вам показывать. Так, вот эти вроде. Угу. И в общем все, кажется. Взяла фломастеры Bic, во-первых, Штабила и, конечно, Кариока. Вот такой розовенький цвет. Я не фанатка прям розового цвета, но и ничего против не имею. Тем более фломастеры интересные, и, конечно, хочется познакомиться с ними побольше. Вроде как ничего особенного, но выкраску сейчас сделаем вместе с вами. Дальше вот такой зеленый. Я, честно говоря, сразу его и не заметила сейчас. Даже подзабыла, что я там вчера брала. Вот, тоже сделаю выкраску. Сейчас давайте сразу тогда сделаем. Зеленый, он всегда нужен во всех оттенках. Всякие там травинки, листочки. Пишущий узел вот такой. Цвет красивый. Прям вот очень красивый. Нравится. Сейчас я его так по порядку складываю, чтобы потом пронумеровать для удобства. И вот такой розовый. Ничего особенного, но цвета ходовые. Так. Тоже сейчас так положу там за кадром в рядок. Следующий фломастер у меня будет Кариока Joy. Он красный. Вы знаете, красные я не люблю, но раз уж я стала их собирать поштучно, то чё бы нет. Вот. Тоже сейчас сразу же надо сделать выкраску будет. Я сейчас начала уже ими раскрашивать по нашему с Оксаной совместнику. И могу сказать, что, наверное, целый набор я брать не буду, но поштучно, если они появятся, я с удовольствием возьму какие-то новые или интересные оттенки. Вот эти два цвета кажутся похожими, но на самом деле это так на камеру. А вообще они отличаются. Просто, как я поняла, вот Кариока я на клевере пробовала раскрасках, там односторонние иллюстрации, и Кариока просвечивает, но это не критично. Вот, да, взяла Штабила один фломастер, но это уже у меня много было наборов, просто я дополнила, потому что вот эти ходовые оттенки, они заканчиваются. Там сейчас оставался всего один этот самый цвет. И взяла Бруно Висконти фломастер. Там два фломастера Happy Color зелененьких. Это тоже всегда в ходу. Сейчас выкраску сделаю.
Тоже красивый, нужный цвет. Так, и сейчас еще вот этот. Кажется, что они похожи, но на самом деле вот видно, что они разные. И я думаю, что здесь подсохнет, будет видно, что они как бы разные. Они мне вообще понравились, например, больше всего. Особенно в раскрасках, ну, они не протекают. Кариока протекает, может, и не злостно, но все-таки. Но зато они тоже подойдут там по номерам в раскрасках с односторонними, как я говорила, иллюстрациями. Но пишущий узел как бы у Кариока Джой такой, знаете, вроде бы и тоненький, и вроде бы даже удобно раскрашивать, но Бруно Висконти получше будет. И можно в односторонних красить. Ну, по крайней мере, если там офисная бумага. Но это, опять же, мои пока первые впечатления обо всем. Вот Бруно Висконти все-таки я бы к ним присмотрелась, если бы надо посмотреть, какая максимальная палитра, все такое. И, скорее всего, бы взять еще. Я вот в следующий раз прям все посмотрю там в коробке. Еще раз. Вдруг что-то упустила. Вдруг что-то такое нужное будет. Но в целом я прям довольна, что столько у меня новиночек необходимых появилось. Вот. Но думаю, да, что большой набор я, конечно, Кариока Джой не возьму. Но вот у красного фломастера пишущий узел более, мне кажется, тонкий, чем сейчас я вот покажу. Вот этим я красила. Он, мне кажется, чуть потолще. Ну вот. Тоже как-то более тонким, поприятнее раскрашивать. В общем, пока такие впечатления, что если интересные новые оттенки, поштучно беру, потому что 9 рублей для Кариока – это цена очень хорошая. Ну, а для набора пока, не знаю, нет, скорее всего. Я еще хочу дождаться акции на трехгранные фломастеры. Там бывает акция по 9 рублей. Посмотрю, как они в деле, и возьму для каких-то фонов, наверное. Так, ну что ж, давайте я вам теперь покажу ручки. Ой, вот, смотрите, еще один фломастер Бруно Висконти красный. Ну, понятно, они мне понравились, поэтому я даже красным не побрезговала. Все равно сгодится. Тем более, смотрите-ка, оттенок очень-очень даже такой неплохой. Насыщенный, интересный. Ладно, пусть будет. У меня красных, правда, полно. Ну, ладно. Этим я точно пользоваться буду. Он клевый. Но сейчас я все-таки уже покажу вам, что же я еще приобрела. Значит, по 3 рубля. Там, где уже в другом отделе, там, где все лежит. Ну, на распродажах. Посмотрите, какая ручка. И она стоила 3 рубля. По акции. Но это же милота. Посмотрите, какая зверюга крутая. Просто вообще вау. Она была, ну, вот потекла немножко, без колпачка была. Пишущий узел вы видели. Но она прекрасно и пишет, и все. И, ну, в общем, я себя решила за 3 рубля-то порадовать. Там 3 с копейками. Ой, если я не сказала, то в тот раз я говорила, что вот еще вот такая ручка тоже. С мятной, с ушками такая. В общем, фломастеры стоили не около 10, а 9 рублей 20 чем-то копеек. Потом вот это, я не поняла, то ли это дракошка, то ли бегемотик какой-то. Сложно сказать. Но тут за счет вот этой фигурки она такая тяжеловатая ручка, а так из той же серии они как бы были все без колпачков. Еще вот эта зверюшка. Вот здесь уже такой потоньше пишущий узел, который мне, в общем-то, нравится и нужен. Это вот все, что я показываю в одну цену. Так, дальше вот это. Штабила Galaxy, вот тоже пишущий узел видно, кому интересно, показываю. Ну, пусть будет штабила, это качество, поэтому не помешает. Так. Сейчас, минутку. Да, Galaxy. Следующая ручка – это у меня штабила Excel.
828. Вот, пишущий узел такой. Тоже взяла именно из-за бренда, из-за цены. Ну и как пишет, понравилось. Далее ручка Big Round Stick M. Она легкая, приятно ей писать, так что пусть за такие-то деньги. Далее вот это Эрих Краузе. Она и по цвету красивая, и у нее такой, знаете, корпус, как антистресска, и пишущий узел, как я люблю, очень тоненький. Я не знаю, буду ли я ей пользоваться так, или же я, скорее всего, вставлю в какие-нибудь вот эти красивые ручки. Посмотрим. Но она классная. Ну, как она будет непосредственно, прям в постоянном использовании, трудно сказать, тем более у меня не так уж она идет. Ну, в общем, цвет красивый, все здорово. Дальше у меня ручка вот такая, с прорезиненной вставочкой. Это, наверное, Ашан с птичкой. Здесь просто она с блестками или металлик, что-то такое, но цвет очень необычный. Мы выкраску обязательно сделаем с вами. Так, и еще у меня из покупочек была ручка вот такая. Тут тоже пишущий узел, как я люблю, тоненький. Сама она приятная и по цвету, и вообще, и в руке, как лежит. Так что тоже решила приобрести. Но сейчас будет самое вкусное, самое классное, чем я очень-очень довольна. Я взяла 7 ручек Берлинга Бриллиант Металлик. Я, честно говоря, о них даже не знала, но они мне... Вот посмотрите, какая прелесть. У них вообще на них просто приятно смотреть. У них корпус как будто такой припыленный, цвета такие, да, видите, матовые, плюс сами по себе интересные. И корпус, он вроде бы пластик, но как будто, не знаю, ощущение, что антистресска какая-то по типу soft touch. Ну, может быть, не soft touch, но очень приятно. Прям вообще восторг. И я их попробовала, они такие потрясающие. Ай, в каком я восторге, это даже словами не передать, но вы сейчас сами все увидите. Я там всю коробку перерыла, хотя это было сложно. Вот, в общем, сейчас все сделаем, все покажу. Ну что ж, я уже тут все подписала. Давайте приступим. Вот у этой ручки колпачка, к сожалению, нет. Ну, что поделать. Все равно ее взяла, потому что... Вау. Так, значит... Она пишет очень-очень-очень мягко. Я не люблю ручками раскрашивать, но эти, возможно, и буду раскрашивать. Красотища. Камера, конечно, не передает все прелести, но это реально какой-то такой металлик, но он необыкновенный. Все как бы цвета соответствуют. Если даже где-то что-то кажется темнее, то это просто именно за счет блеска. Вот. Этот цвет очень красивый, необычный. И видите, подходит. Опять же, ручки советую, пока они не заедают. Вот это вообще меня поразило. Это, по-моему, первое, что я увидела. Обожаю такой цвет. И просто идеально передается. Вот один в один. Вообще Берлинга марка, которая мне все больше нравится. То, что все, с чем я познакомилась, меня устраивает. Очень хорошее качество. Вот этот цвет необычный. И тоже вот совпадает. Дальше. Вот этот. Ну, чего, тоже совпадение. Нигде ничего. Прям мягко-мягко пишет. Вот. Этот цвет
Господи, какой он красивый. Если что, тут на заднем плане ушастый сопит, спит. И вот этот оттеночек, он тоже супер такой классный. Вот. Я, конечно, постараюсь так показать, но не знаю, мне кажется, что при искусственном освещении не передается в полной мере. И камера с ума сходит от блеска. Я довольна, даже не знаю. Вот иногда хорошо вот по этим скидочным корзинкам порыться в них, потому что действительно знакомишься с чем-то новеньким и что-то старенькое берешь. Так, вот у меня, по-моему, вот эти ручки, хотя что-то мне подсказывает, что здесь этого цвета нет. Ну, сделаем выкраску здесь, потому что все равно это Ашан, точно. Да, другой цвет, но вы посмотрите, какой он необычный и редкий. Мне такое больше нигде не встречалось просто. И тоже ручка идет как по маслу, не заедает. Ну, да, вы знаете, гелевые ручки я использую редко, но что-то вот такое классное должно обязательно быть. Ну вот я уже большую часть пролистала, и я просто нигде не вижу еще выкрасок. Значит, это то, что вот я показала. Да, это вот Inktense я Оксане покупала, она мне разрешила сделать выкраску, ну и вообще пораскрашивать ими. Цвета красивые, но пока я на них не созрела, что-то мне вот из дервентов они не очень, хотя оттенки красивые. Но мнение меняется. Это для кожи. Что тут это у меня? Гуашь, вот то, что я брала, гамма. Так, что тут еще есть? Это мне полихромосы Оксана выкраску делала, за что спасибо тебе огромное. Потому что у Оксаны полный набор. И вот она мне сделала выкраску для удобства, чтобы если мне что-то потребуется, я могла приобрести. Потому что я тогда очень хотела собирать коллекцию полихромосов, что-то купила, потом мне еще Оксана прислала, ну, в общем, хорошие карандаши, и тут у меня еще как-то в Леонардо что-то брала, и взяла у Vista Артиста вот этот буклетик со всякими тут маркерами, с цветовой палитрой, ну, чтобы было, мало ли что, всяко будет нужно. Ну, в общем, да, вот такие у меня были покупочки. Я смотрела все на ручки тоже по 3 рубля, даже самые простые, вот, знаете, с тонким пишущим узлом, потому что вот такие красивые ручки в фикс-прайсе идут уже, да, там тоненький узел пишущий, они заканчиваются быстро, здесь-то пишущий узел обычный, можно вставить вообще все что угодно. Так вот, заканчиваются быстро, я нигде не могу эти тоненькие стержни найти. Если вы знаете, ВКонтакте или в Инстаграме, напишите мне, пожалуйста, где их можно приобрести. Вот именно к таким ручкам. Я, собственно, почему сейчас больше в фикс-прайс и не беру эти красивые ручки. Потому что вроде стоят недорого, но заканчиваются быстро. Стержней не найдешь к ним. Вот. Ну, а за 3 рубля такие и с обычным пишущим узлом подойдут. Вот. А в Ашане я смотрела по 3 рубля тонкий пишущий узел. Они там были какие-то покоцанные все. Но стержень тоже заедал. Какая-то печалька на самом деле. Вот с блестками только одну взяла. Вот у меня обычные есть ручки. И я не сказать, что ручки часто использую. Но, знаете, тут такая невысокая цена, что да пусть будут в конце концов. Порадуюсь. Положительные эмоции нам нужны. Обычные влоги с раскрашиванием на камеру обязательно будут в ближайшее время. Просто вот оно так получалось, но я, знаете, старалась и не пробивать все это, не идти на пролом. В конце концов, какое-то разнообразие на канале, когда либо просто покупочки, либо еще что-то по листушке, это тоже хорошо. Вот. Я сама люблю разнообразие. Плохо, когда все вот идет одинаково из месяца в месяц, но обязательно по листушке всякие будут, и по листушке, и раскрашивание на камеру, и совместники. Планов много, все
Вот. Главное, что видео выходит каждый день. Ну, а я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, прежде всего, настроения хорошего, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, удачных покупок, не знаю, там, классной канцелярии, раскрасок, теплой, комфортной осени. Не знаю, я как-то рада, что хоть я лето люблю, но оно было такое сложное в плане погодных условий и все дела, поэтому я как-то рада осени. Если не проливные дожди, то в целом я буду очень рада. Надеюсь, будет возможность много гулять. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Всем пока-пока.